Всем привет! И сегодня мы поговорим о человечестве. Что вы о нем знаете? Знаете или не знаете? Напишите в комментариях. Ну и поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну ладно. В общем, в этом видеоролике я расскажу вам о человечестве и отвечу на очень важные вопросы, такие как устроено человечество, сколько оно просуществует, в чем его предназначение и как оно зародилось. Вот это поворот! Это Мысли Мозес, и мы, как всегда, начинаем. A few moments later. История человечества – это очень тяжелая и очень важная тема. Ведь история человечества полна удивительных моментов. Она является непрерывным потоком событий, который развивается каждый день. Но в саму историю человечества мы пока заходить не будем. Для начала я хочу рассказать вам о плюсах человечества. Ведь в чем его польза-то? Первое – это разум и интеллект. Человек обладает превосходным умом и способностью мыслить абстрактно. Мы способны к рациональному мышлению, анализу, обучению и развитию новых навыков. Этот разум позволяет нам решать сложные проблемы, развивать науку и технологии, разрабатывать новые идеи и творить искусство. Еще мы обладаем социальными навыками. Человек является социальным существом и обладает способностью к общению, сотрудничеству и эмпатии. Мы умеем строить отношения, понимать и поддерживать друг друга, а также создавать культурные и социальные структуры, в которых каждый находит свое место. Также у нас имеется творчество и инновации. Благодаря нашему творческому потенциалу и стремлению к инновациям, мы имеем возможность стимулировать прогресс и развитие во всех сферах жизни. Мы создаем произведения искусства, музыку, литературу, инженерные изобретения, научные открытия и многое другое, что делает наш мир богатым и разнообразным. Также люди имеют способность к адаптации. Да ладно! Человек способен адаптироваться к различным условиям и окружающей среде. Благодаря этой способности мы выживаем в самых экстремальных условиях, изобретаем новые технологии и достигаем новых высот. Мы можем адаптироваться к изменениям климата, обустроиться в разных климатических зонах и осваивать новые территории. Также мы обладаем медициной. Человечество достигло значительных успехов в медицине, позволяющих нам бороться с болезнями, продлевать жизнь и улучшать ее качество. Мы разработали лекарства, вакцины, методы лечения и диагностики, что помогает нам сохранять здоровье и бороться с опасными заболеваниями. Да и к тому же не забываем про мораль и этику. Четко. Получается у вас действительно. Человечество имеет возможность различать добро и зло, и поэтому мы создаем этические нормы и правила, чтобы обеспечить справедливость и благополучие для всех. Мы стремимся к развитию своего внутреннего потенциала, исследованию моральных принципов и живем в соответствии с этими ценностями. Также мы обладаем способностью к сотрудничеству. Мы можем работать вместе и объединять свои силы для достижения более амбициозных целей. Сотрудничество и коллективная работа позволяют нам создавать демократические общества, развивать экономику и решать глобальные проблемы. И тут очень важно понимать плюсы человечества. Но перед тем, как перейти к истории, нам еще нужно осмотреть и минусы. Ведь где есть плюсы, там есть и минусы. Перейдем к ним. Первое – это эгоизм и жадность. No, God! No, God, please, no! No! Один из главных минусов человечества – это стремление к эгоцентризму и самоуспокоению за счет других. Люди не всегда думают о последствиях своих действий и зачастую готовы причинить вред другим ради достижения своих собственных целей и удовлетворения желаний. Также у многих есть такой, знаете, недостаток ответственности. Часто мы можем наблюдать, как люди избегают последствий своих действий и не берут на себя ответственность за свои ошибки. Недостаток ответственности приводит к безответственным действиям и равнодушию к последствиям нашего поведения, что может иметь пагубные последствия для самих нас и окружающей среды. Да и опять же мы встречаемся с несправедливостью и неравенством. Во многих областях жизни мы сталкиваемся с несправедливостью и неравенством. Некоторые люди имеют привилегии и возможности, которые недоступны другим. Это создает социальные разрывы, создает обиды и возникает недоверие в обществе. Также в 95% случае мы влияем на разрушение окружающей среды. Один из самых серьезных минусов человечества – это наш вред окружающей среде. Загрязнение воздуха, воды и почвы, вырубка лесов, глобальное потепление – все это примеры того, как наш образ жизни и эксплуатация природных ресурсов наносят ущерб нашей планете и угрожают нашему будущему и будущему других живых существ. Также только мы способны устраивать конфликты и войны. Вместо разрешения конфликтов мирным путем, да,
Мы их не разрешаем мирным путем. Человеческое общество все слишком часто использует насилие и войну как способ решения проблем. Это приводит к страданиям, разрушениям и потерям жизней, с которыми связаны огромные человеческие и материальные затраты. Потому что вроде бы и имеем язык, а решать пока не научились. Нормально проблема. Да. Шестое — это ограниченное мышление и невежество. Что такое невежество? Сейчас узнаете. Давай по новой, Миша. Иногда мы ограничены в своем мышлении, и мы не способны видеть дальше наших привычных установок и убеждений. Это ведет к недопониманию, неприятию других культур и идей, способствует расизму и дискриминации. Также, несмотря на то, что мы имеем эмпатию, у нас имеется ее недостаток. Некоторые люди испытывают трудности поставить себя на место других и проявить сострадание. Недостаток эмпатии ведет к неспособности понять и помочь другим в трудные моменты, а также может приводить к насилию и жестокости. Ну теперь давайте наконец-то вернемся именно к истории человечества. Часто ее интерпретации и представления могут быть сильно искаженными, субъективными. Универсального и полностью объективного представления о прошлом практически нет. Это не точно. Так как исторические источники пропускают через разные фильтры. И это может привести к созданию неправильных суждений и искажения современными исследователями и авторами. И тут, между прочим, имеется еще один скрытый смысл. Да. И это как раз таки изучение ограниченной истории. Множество фактов и деталей может быть потеряно со временем или недоступно в силу различных причин. Это ограничение может существенно повлиять на точность реконструкции исторических событий и фактов. Тем не менее, изучение истории имеет невероятно важного для каждого человека и общества в целом. Оно позволяет нам обрести историческую память и личную идентичность, усилить связь между поколениями и понимание нашего места во времени. Знание истории поднимает наше образование на новый уровень и помогает нам прогрессировать как общество, избегая ошибок прошлого и стремясь к развитию. Без истории мы бы оставались лишь однообразными существами, не имеющими жизненного опыта и мудрости наших предшественников. Таким образом, изучение истории человечества необходимо для осознания наших корней, понимания себя и лучшего взаимодействия с миром вокруг нас. Я просто похлопаю. Это не просто набор сухих фактов, а источник мудрости и вдохновения, который просвещает и преображает нашу жизнь. Никогда не забывайте, что история — это зеркало. Никогда не забывайте, что история — это зеркало, в котором мы видим свое отражение прошлого. Справедливо оцениваем свои поступки и решения. Но и все же сама история человечества начинается всего-то 2 миллиона лет назад. Появлением первых гоминидов, или же, как их называют сейчас, предков современного человека. Одним из первых веков развития был момент Homo habilis, который начал использовать инструменты для своих нужд. Примерно 200 тысяч лет назад в Африке появились первые Homo sapiens, наш современный вид. Они развили сложные социальные структуры и начали создавать первые культурные ценности, включая художественные произведения и религиозные обряды. Ну а буквально не так давно, всего-то 10 тысяч лет назад, произошла революция в сельском хозяйстве, когда Homo sapiens начали заниматься земледелием. Да, это жестко. Это привело к появлению первых городов и цивилизаций, таких как Сумер и Древний Египет. За следующие тысячелетия люди осваивали новые территории и создавали все более сложное общество. Одним из культурных вех в истории человечества стало появление древнегреческой цивилизации, которая сильно повлияла на развитие европейской и мировой культуры. И тут стоит действовать фактами, ведь существует множество интересных деталей и аспектов, которые делают историю еще более захватывающей. Например, в Древнем Египте фараоны считали себя потомками богов и были уверены, что после смерти им предстоит воскреснуть и продолжить свое правление в загробном мире. Интересно отметить, что Древний Египет имел одну из самых стабильных цивилизаций в истории. Его культура и монархия длилась более 3000 лет. Еще одним замечательным фактом является то, что Китай является одной из самых старых цивилизаций в мире. Китайская история охватывает более 5000 лет, включая создание империй, падение династий и культурной революции. Китайцы также внесли большой вклад в технический и научный прогресс. Они изобрели порошок, бумагу, компас и многие другие инновации. Еще одним удивительным фактом является то, что письмо было изобретено независимо несколько раз в разных частях мира. То бишь, это произошло в Древнем Египте, Месопотамии, Китае и Средиземноморье. Эти различные системы письма развивались независимо от друг друга и имели свои особенности. История человечества полна многих интересных фактов. Их очень много, уж поверьте мне. Но давайте я разберу интересные факты о человеке, вот, о нас. Да. Хорошая шутка. Первое. Человеческое тело состоит из 37,2 триллионов клеток. Сколько? Каждая клетка имеет свою специализацию и функцию, которая необходима для работы нашего организма. Второе, это то, что человек является самым интеллектуальным существом на планете. Его мозг состоит из 86 миллиардов нервных клеток. А ты сделай.
называемых нейронами. У человека есть 5 чувств: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Но также существуют и другие чувства, такие как равновесие, температурная чувствительность, болевая чувствительность и другие. Также теоретически человек может разговаривать на 7000 языках. Но большинство людей используют всего несколько языков в повседневной жизни. А средняя длительность жизни человека составляет около 71 года. Но с развитием медицины ожидаемая продолжительность жизни становится все выше. А человеческий отпечаток пальца уникален для абсолютно каждого человека. На основе этой особенности полиция, ФСБ, ФБР и другие правоохранительные органы могут идентифицировать преступников. Вот потому что. Что интересно, человек использует всего 10% своего мозга. Это означает, что у нас остается еще огромный потенциал для развития интеллекта и способностей. А мысль передается с помощью электрических сигналов в мозге. Изи. Мозг может передавать и получать информацию со скоростью около 120 метров в секунду. Быстро. Также у человека есть 206 костей, каждая из которых играет роль в поддержке и защите органов. Да и человек может видеть до 10 миллионов разных цветов. Есть люди с особыми способностями, такие как тетрахроматы, которые могут видеть еще больше цветов. Также очень малое количество людей обладает феноменом синестезии. Они видят цвета, слышат звуки или осязают текстуры при восприятии определенных слов или звуков. Да и человек является единственным существом, которое умеет плакать от счастья или горя. Это разборка физическая. Это уникальная эмоция, которая помогает выражать наши чувства и эмоциональное состояние. Да и вообще человек может приспособиться к любым условиям. Smile face. От арктических широт до пустынных районов. Это свидетельствует о гибкости и приспособляемости нашего вида. Человек может прожить 3 недели без пищи, но только несколько дней без воды, ведь именно вода является основным элементом для поддержания жизни. Ну и под конец, именно человечество совершает огромные научные и технологические прорывы. Это фиаско, братан! Мы отправляли людей в космос и на Луну, создали компьютеры и разработали лекарства, которые помогают спасать миллионы жизней. Мы люди, и мы самые сильные и мощные. По крайней мере в нашей планетной системе. Надеюсь. Ну и в принципе все. Прошу вас обязательно подписаться. Сейчас как никогда нужен ваш актив. Вот. Очень нужен. Подпишись. Если подписан, блин, молодец, честное слово. Также поставь лайк, обязательно поставь лайк. Ну и напиши комментарий, если хочешь. Ну а на этом я говорю пока. Спасибо за просмотр. А я не понял.